Антенны несъемные, USB выхода для флешек нет. Сигнал через 3 стены пробивают свободно. В частном доме на 5 ГГц пробивает 3 кирпичные стены, на расстоянии 25 метров еще от них сигнал можно ловить. В квартире проблем со связью вообще никаких. На тестах может выдавать до 740 мегабит в секунду. Все будет зависеть только от использованного интернета и девайсов потребителей. Устройств можно на него повесить до 128. У меня на него повешено больше 30 девайсов. Глюков и проблем с подключением нет. Tube 472, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы с ответами на ваши вопросы и розыгрышем 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 рандомно раз в месяц за лайк, подписку и комментарий. Все условия розыгрышей подробно в описании к видео. Мата и хамства и рекламы на канале нет. И сегодня тезисно я расскажу вам о моем первом роутере от Xiaomi, который наконец сделал мои стримы смотрибельными, а подключение к интернету девайсов быстрым и легким. Тезисно о роутере Xiaomi AC2120 Redmi. Упаковка в идеальном состоянии на нашу почту не придет, но это и не девайс для подарка. Главная информация на упаковке. Xiaomi AC2120 это Wi-Fi маршрутизатор с поддержкой IPv6, гигабайтным Ethernet интерфейсом, двухдиапазонным гигабайтным Wi-Fi модулем, 4 антеннами с 6-канальным усилителем сигнала и оптимизацией под систему «Умный дом». В принципе, в основном под «Умный дом» такие вещи и нужно брать. Внутри у роутера двухъядерный процессор с тактовой частотой 880 МГц и встроенным ускорителем NetEasy UU для обеспечения высокой производительности игр на ваших консолях. На частоте 5 ГГц можно подключить до 128 девайсов без всяких там обрывов. На борту 128 МБ ПЗУ и ОЗУ, чего вполне хватает. Маршрутизатор Xiaomi AC2120 сочетает в себе двухполосные и четырехполосные усилители, а также ILNA, который способствует улучшению приема сигнала на большие расстояния. С учетом препятствий и стен. Шумит сам роутер физически по минимуму. Я его лично не слышу. Это получается благодаря трехмерной структуре рассеивания тепла, дырочек в нем прям очень много, наличию воздушного конверсионного канала, взаимодействующего с радиатором. Маршрутизатор не перегревается, что снижает показатель нагрева компонентов устройства. В роутере реализована технология коррекции ошибок системы LDPC. У меня он в использовании уже целый месяц, никаких проблем с ним я не испытывал, кроме как с подключением, но об этом позже. Это в общем. В частности, роутер приходит с комплектом кабель, роутер с несъемными антеннами, блок питания с кустарным переходником, который я бы сразу заменил. Ну и инструкция. Цвет у него только белый, подключается он двумя способами. Способ первый через программу Mi Wi-Fi, скачивать ее нужно через Play Market, там все просто, объяснять вообще нечего, 2 клика и вы уже в интернете. Второй способ это по кабелю. Кратко, для настройки подключите по кабелю роутер к компу, в браузере указываете адрес, который есть в описании к видео, и все. Либо еще подробнее, берем патч-корд, он же UTP кабель, идущий в комплекте с роутером, и вставляем один конец в любой, кроме первого, от разъема питания, второй в порт вашего ПК или ноутбука. Подключаем питание роутера, чаще всего на ПК автоматически открывается браузер с окном. Если браузер не открылся, открываем его сами и вбиваем адрес роутера, опять же он в описании к видео есть. Или открываем mywifi.com, жмем синюю кнопку, далее в первой строке вводим пароль и все. Пароль и логин можете посмотреть на вашем старом роутере в договоре или на крайний случай узнайте его по телефону у оператора вашего интернета. Из плюшек, которые нужны мне лично стоит выделить две. Можно объединить 2,4 ГГц и 5 ГГц в один SSID, хотя по опыту раздельные сети работают стабильнее, я работаю на 5 ГГц. У меня в однушке на первом этаже ловит роутер на метров 80 от здания, в котором метровые стены. Есть 3 адаптивных порта LAN, есть 2 светодиодных индикатора, одна кнопка сброса системы, которой я не пользовался. По качеству работы можете посмотреть качество моих стримов месяц назад и те, что я делаю сейчас. Лично у меня роутер работает как часы. Для тех, у кого девайсы не видят роутер, помните, что возможно они не поддерживают 5 ГГц, да и коннектить в первый раз нужно все девайсы вблизи роутера. По мне девайс просто топовый. Роутер, который я давно искал для дома и нашел благодаря своим подписчикам, Варвару отдельный респект и спасибо. Стоимость с бесплатной доставкой у роутера в районе $36 по ссылке в описании к видео. И только у этого продавца около 2000 подтвержденных заказов на данный роутер, а для такой техники это прям очень прилично. На 4 PDA этой модели посвящена целая ветка обсуждений. Резюмирую, девайс огонь, жаль я не купил его раньше. Всем советую такую штуковину
штуковину приобрести. Есть вопросы, пишем в комментариях, туда же отписываемся, что еще купить для обзора. Ставим лайк за труды, если подобная супербытовая тема для вас полезна. Девайсу да или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!